Дамы и господа, добрый вечер. Рады вас приветствовать на Get Together Show. Мы тут недавно, на прошлой неделе, с Инной прошли такой необычный опыт и хотели бы с вами поделиться. И познакомить вас с уникальными людьми, которые единственные в Канаде эксперты по кинетическому имиджу. Татьяна и Вячеслав. Очень приятно. Очень приятно. Рады знакомству, и это был необычный опыт. И я думаю, важно людям показать, рассказать, насколько это важно, насколько я поменялся, увидел разницу в этом. И я был в шоке, на самом деле, частично, потому что я знал, что это важно, но я сам себя со стороны не вижу. И это вот этот флоу, это было очень интересно. Что такое кинетика? Расскажи. Кинетика – это body language, то есть то, что транслирует ваше тело. Вот вы правильно сказали, это есть возможность посмотреть на себя со стороны. То есть мы кинетики, либо эксперты по кинетическому имиджу, которые делают именно видеоанализ человека, используя специальную аппаратуру, и даем возможность самому человеку посмотреть на себя со стороны. То есть какие у него движения, какие жесты, как он берет предметы, садится, встает. Это все можно увидеть именно со стороны. То есть это невербальная. Невербальная коммуникация. Non-verbal communication. Да. Мы живем в том мире, где мы находимся в постоянной коммуникации с кем-то. И вот очень часто мы хотим донести одного человеку, а наше тело говорит немножко другое. И вот кинетика, наука об этом тоже. Потому что, чтобы наши слова и действия совпадали с нашими движениями. Кинетика – это наука о движении, которая говорит иногда громче говорит то, что ты делаешь, чем то, что ты говоришь. Это то, что body language называется. Да. В том числе тоже, да. Это то, что иногда, например, у меня бывает такое, что я думаю, что я сейчас приду и буду такая значимая, покажу себя на выступление, когда эти всякие у нас по real estate, например, собрания, а мое тело будет показывать, что я боюсь. А сама я буду бояться, но я буду показывать, что я смелая, и у меня это будет постоянно то так, то вот так. У вас было такое, когда вы смотрите себя на видео или слышите, да? И происходит диссонанс, когда ты думаешь, что ты транслируешь одно, а на самом деле, когда ты смотришь сам на себя, получается немножко другое. Да. Все об этом. Да. Там и выглядит, об этом голос, кинетика. Да. Потому что искусство видеоанализа можно за несколько секунд определить, что говорит твое тело. Да, то есть мы обычно, каждый человек о себе только со своего ума. То есть внутренний мир у нас какой-то свой. Да. А на самом деле, что интересно, что нас окружающие все люди видят на самом деле, как мы есть вживую, как говорит Властелин. И получается, это ты правильно сказала, что ты думаешь, что ты сейчас идешь красиво, так красиво села. Но когда если посмотреть, ты смотришь, думаешь, не, это не я, это же... То есть различие картинки внутренней с внешней, хотя все на самом деле, все люди видят нас внешне именно. Поэтому это очень большой такой опыт полезный, увидеть себя со стороны именно. Ну, я тоже, испытал, я так даже подумал, примеры смотрю, иногда женщины покупают всякие ремешки за $1000, сумочки за $100 000, а если они не умеют себя преподнести, они будут выглядеть как будто там... Да, то есть я еще, допустим, стилист-кинетик. Когда я пришла к стилистике, я поняла, что что-то не хватает. И кинетика дала мне как раз-таки этот последний пазл, который мне нужен был. Потому что я могу одеть красивого человека, да, но повадки и его поведение останется тем же самым. Да, он станет более таким, может быть, уверенным, красиво, да, выглядит. Но повадки все равно со временем остаются те же самыми. Да. Поэтому я, как стилист-кинетик, я сначала провожу кинетический разбор имиджа, а потом уже стилистически дополняю его. Это был мой вопрос. Почему кинетика? Как вы к этому пришли? Расскажите, ребята. Ну, смотрите, мой предыдущий опыт бизнеса, потому что я организовывал продажи по нескольким странам, по десяткам городов, и я имел структуру больше 1000 человек, с которыми мы коммуницировали постоянно. У меня были менеджеры, и мы обучали их продажам, поведению себя в обществе, показ бизнес-планов и всего остального, и мы шли таким самопознающим путем. Иногда снимали себя, смотрели,
и мы видели несоответствие, вот, и мы искали выход и подход. И когда Татьяна увидела кинетику, она сразу написала мне в месседже, говорит: Слава, это твое. Потому что я до сих пор продолжаю консультировать людей, давать какие-то советы и рекомендации. И вот когда мы познакомились с генетикой, действительно, это вот то, чем я занимался больше 20 лет, я структурировал именно как организовать себя, как поднять свой статус, как объяснить человеку, как поднять его статус, его стоимость, его ценность на рынке. Потому что мы все коммуницируем постоянно. Дома, в семье, идем устраиваться на работу. То ли это бизнес, то ли это коммуникация в компании, в коллективе. Всегда можно увидеть, человек дорого выглядит или недорого выглядит. Причем это не всегда от одежды зависит. И вот кинетика почему и привлекла именно меня, потому что за короткий срок, буквально за час-полтора консультаций, можно привить человеку и выстроить новые нейронные связи, которые он сможет сам репетировать и сам отработать в зависимости от запроса. Да, то есть запрос может быть вообще различный. Это в зависимости от того, к чему стремится человек. Это может быть и семья, и это может быть и бизнес, это даже и домохозяйкам поможет, и риэлторам, и любому бизнесу. То есть как сотрудникам, так и руководителям. То есть это вообще всем. Мне очень нравится, когда человек приходит с одним запросом, и ты показываешь ему, как правильно что-то делать, или как здесь в кинетике нету правильно и неправильно. Есть уместно и неуместно. И мы очень часто недооцениваем отношения в семье, когда это вне работы, когда это вне бизнеса, когда это дома. И вот когда дома мужчина или женщина начинает менять свой кинетический статус, да, и тогда перестраиваются отношения в семье. Вспомните, когда мы познакомились, как мы себя вели. Когда ты идешь на свидание, да, когда ты одеваешься, все. Проходит несколько лет, и это не одна причина, да, рутина и все остальное. Но причина в том, что когда ты смотришь в зеркало, ты один человек, отходишь от зеркала другой. Ты выходишь из дома один человек, дома ты находишься другой. Да. Что важнее, где? Важно и там, и там. И вот кинетика о том, как выстроить даже домашние условия. Мы вот, когда с вами репетировали, у вас что-то получается, но... Ну, я открываю холодильник как бог. Я подхожу и такой: вау, как все там важный такой человек, прям чувствую. Чувствуешь, да? Вот? Да, вот это все ко мне идет. И очень интересный аспект, когда вы говорили, что мы даже хотим сделать там реальный пример, то, что вещи должны к тебе идти, а не ты к вещам. Ты как бы их покупаешь, ты деньги тратишь, чтобы они у тебя были, и зачем ты для них работаешь, надо, чтобы они для тебя работали. И Они должны нам служить. Да. Вещи. Да, то есть предметы созданы для человека, то есть предметы служат человеку, а не человек предмету. Поэтому мы адаптируем предметы под себя, и тогда мы остаемся, как говорится, на высоте сами, а не себя подстраиваем под предметы, чтобы это не занижать себя. Ну, вот можно пример с телефоном и с водой, как вот вы делали. Да. Да, вот можно Показать показать. разницу. Может быть, ты даже потом ставишь несколько элементов нашей консультации, Да. видео, да, чтобы это были примеры.